Заросшее поселение. Let's go. Если это будет не оно, то... What the fuck? Что происходит? Лололошка! О, наконец-то ты здесь. Мы можем поискать какого-нибудь другого монстра и притащить его голову. Ой. Ох, нифига себе, как все быстро! Ты должен остановиться. Что? Ой, пипец, епископ Лукий, якобы добрый дяденька из религии, после разговора с которым кажется, что очищение это не так уж и плохо. Возможно, они не такие уж и злодеи, и у каждого своя правда. Так, ладно, если серьезно, сейчас меня интересуют вещи чуть приземленнее. Помимо ненахождения GDH, мы еще и потеряли нашего нового знакомого, охотника по имени Альфред. Бога ради, пожалуйста, скажите, что с ним все в порядке. Давайте искать. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы не поддались. Ага, фанатичная религиозная секта очищенных точно больше, чем просто какая-то там высокомерная птица-кардинал. Суть этой религии явно не состоит в том, чтобы просто превращать людей в зараженных и... Все, нам обязательно еще раскроется вся правда, это точно. Короче, мы постепенно вдупляемся в процесс, но и про себя не забываем. Новые улучшения, прокачанный меч, потерянный Альфред, другие... Стоп. Потерянный Альфред. Знаете, кажется, потерять человека, который без проблем может рассказать секреты этого мира, не самая лучшая идея. Нельзя терять. О, я еще и вспомнил, у него же нога подбита. Теперь даже непонятно, куда он мог уйти. Альфред, бога ради. Так, Невер, привет. Пожалуйста, скажи что-нибудь дельное. Поговорить? Ророшка, тут совсем нечего делать. Слишком пусто. Ой, даже Марк не выдержал и ушел. Стоп, что? Марк ушел? Он просто взял и ушел? Да, кто же захочет уходить из мира, где он в безопасности? Он вернулся в церковь. Сказал, что там у него что-то осталось. Но я уверен, он скоро вернется. Без него тут, кстати, тише. И я наслаждался этой тишиной, Ророшка. Да, точно. Не беспокойся, Невер. Я уже ухожу. Наслаждайся своим одиночеством. О, я всегда одинок. Юродивый. Да уж. Когда-нибудь ты меня поблагодаришь за наши диалоги. Когда-нибудь. Так, а теперь серьезно. Багряник, привет. Ты реально ушел? Может быть, какая-то записка там? Чисто, пусто. Бумажечка, хоть какое-то послание. Ладно, походу он реально просто ушел. В любом случае, прямо сейчас у меня есть две цели. Первое, использовать грубое копье, но для этого потребуется ловкость 15. И второе, найти Альфреда. Черт возьми, куда он делся? Я ни за что не поверю, то, что какой-то охотник с подбитой ногой мог взять и испариться. Поэтому используем скинт. Так, предгорье Афон. И, наверное, мне в город. Эшхолд. Переместиться. Давай, получается прям... И где же мне теперь искать Альфреда? Очень хочется верить, что Инквизиция до него не добралась. Кстати, а может быть он нашел себе новый заказ? Как охотники вообще находят себе работу? Надо поспрашивать горожан. Поспрашивать, как они сами обращаются к охотникам. Может быть, в городе есть какое-то специальное место? А вот это, кстати, хорошие мысли. Я думал, то, что мне в тупую надо будет искать Альфреда, но это куда логичнее. Найти какое-то специальное место. Ой. Здравствуйте. Вы что, побираетесь, что ли? Поговорим? Простите, а вы случайно не знаете, где я могу найти охотника? Это мое. Чё сказал? Охотника? Нет, тут, к счастью, таких нет. И даже не думай связываться с кем-то из них. Великий тебя за это покарает. Блин, еще удумал, охотника ищет. Да, я должен был ожидать такой реакции. Девушка, здравствуйте. О, здравствуй. А разве это не тебя куда-то уводил Инквизитор?
Опа, так ты меня знаешь? Да, Инквизитору не понравилось, что я дружу с охотником. Да, я пытался найти охотника по имени Альфред. Он украл у меня вещи. Что? Какой Инквизитор? Нет, вы меня с кем-то перепутали. Я бы никогда не нарушил божественные законы. Не-не-не-не, я думаю, то, что она меня помнит, потому что у меня одежда запоминающаяся. Я думаю, что раз уж здесь все ненавидят охотников, то надо типа, чтобы она помогла мне его найти путем ненависти. Да, вот так вот. Я пытался найти охотника, который у меня что-то украл. Как ужасно! Ах, эти охотники! От них одни проблемы, правда? Я слышала, что одного наняли где-то раз назад. Говорят, он осмелился прийти к кардиналу и требовать награды без доказательства. Каков наглец, а? Таких нужно изгонять без права возвращения. Я считаю, это паразиты. Если я не ошибаюсь, его нанял какой-то орк. Вроде бы на окраине города. Чего еще от таких ожидать-то, да? Была бы моя воля, я бы всех их изгнала. И охотников, и орков. Да и дворфов туда же. А вообще, на твоем месте, я бы лучше оставила все на инквизиторов. Они не сжигают вещи, пока не убедятся, что там нет ничего чужого. Да-да. Не переживай, мой хороший. Все будет хорошо. У сына брата моего мужа несколько лет назад тоже украли топор. Так инквизиторы не только нашли вора, но еще и отрубили потом ему этим топором голову. Да, круто. Слушайте, я все же бы предпочел разобраться во всем сам. Спасибо. Ой, ну что же ты? Охотники эти, они ужасно опасны. Они очень хорошие бойцы, парень. Ай, но вижу, мне тебя не переубедить. Орк этот работает на юге. Опять же, где-то на окраине. Надеюсь, Великий поможет тебе в этом нелегком пути. Такс, ладненько. Черт. Надеюсь, я не сильно испортил репутацию Альфреда. Его и без этого в городе не очень любили. Такое ощущение, что мы сильно попортили ему репутацию. Но ничего, как-нибудь восстановим. Здесь больше никого... О, стоп, что? Это что такое? Подобрать не могу. Блин, ладно. Зато мы как минимум понимаем, что речь действительно об Альфреде. И он не сам ушел. Его наняли где-то карас назад. Судя по всему, карас это день. Карас день, капля это секунда. И там еще есть скифос. Что такое скифос, я не знаю. Наверное, час? Ну да, что еще остается? Не месяц же. Надеюсь, Великий поможет тебе в этом нелегком пути. Кто такой Великий? Ладно, мы это обязательно еще узнаем. Но еще раз, куда мне надо? Этот орк работает на юге. Где-то на окраине. На юге, где-то на окраине. Господи, а где здесь юг? Как мне это понять-то? Здесь нет буквально ни одного путеводителя. Юг, север, запад, восток. И у меня нет карты, чтобы это понять. Где юг? Ладно, допустим, прямо сейчас мне действительно... Крыса. Ух ты. Привет, крыса. А с тобой можно поговорить? Нет, нельзя. Так вот, опять же, допустим, прямо сейчас мы просто походим по городу и... Ой, еще крыса. Господи, бога ради, как вас много. Походим по городу и попробуем найти что-то или кого-то похожего на орка. Надеюсь, это тот самый орк. Ты погляди-ка, а здесь и правда кто-то есть. Надеюсь, он будет дружелюбен. Та женщина от орков была явно не в восторге. Но она, кажется, в целом ничем, кроме церкви, особо не впечатлена. Ладно, пойду поболтаю. Так, слушайте, я никогда за все сезоны я не общался с орками. Вы кто такие? Здравствуйте. Приветствую, простите. Я слышал, что вы наняли охотника, который... Опять? Я должен был это сделать. Инквизитор уже приходил ко мне с этим. Прекращайте меня беспокоить. Что, вы теперь до конца лета будете присылать ко мне людей, а? Нет, я просто хотел спросить, на какую работу вы его отправили? Да? Тебе зачем это, человечишка? Не отвечай, мне плевать. Ваши людские дела меня не интересуют, если мне за это не платят. Он должен был пойти в заброшенную деревню в предгорьях. Все, не отвлекай меня. Да уж, вот тебе и дружелюбие. Ну ладно, зато поговорили коротко и вроде как по делу. Это правда. Ну что могу сказать про орков? Не такие уж они и дружелюбные. Хотя, с другой стороны, здесь и люди недружелюбные. Так что, скорее всего, делить на черное и белое пока не надо. Так, что мне в итоге сказали? Альфред должен был пойти в заброшенную деревню в предгорьях. Где это? Что за предгорье? Какие еще деревни? Первая и последняя деревня, которую мы встречали, это заросшее поселение. Получается, переместиться и вот. Заросшее поселение. Let's go. Если это будет не оно, то... What the fuck?
Лололошка! О, наконец-то ты здесь. Мне потребовалось много сил для вашего призыва. Но нас никто не призывал. Мы сами пришли. Кто ты? Я привела вас сюда. Вы должны найти меня. Что? Найти тебя? Но кто ты? Как тебя найти? Эй! Эй, ты слышишь меня? Эй! Черт! Что это только что было? Ощущение такое, будто я подслушал чей-то разговор. Но разговаривали именно со мной. Скорее бы найти Джона. Наверняка он бы с умным лицом объяснил мне, что здесь происходит. И что это за незнакомка? Почему она позволяет себе утверждать, что это из-за нее мы здесь? Джон же говорил, что потратил годы на исследование искры, чтобы найти это место. Ну ё-моё, Джон, где же ты? Задание найти кого-то, не знаю кого. Подожди. Кто? Знаете, у меня ощущение, что со мной разговаривала Искра? Ну, у меня буквально нету никакого понимания, кто мог со мной разговаривать из глубин хрен пойми чего. Так что да, первое, что приходит на ум, это Искра. Хотя стоп! Название сезона «Сердце Вселенной». Блин, это очень интересно. Давай-ка почитаем. Найти кого-то, не знаю кого. Найти ту... Не знаю кого. У меня появилось непонятное видение. И в этом видении был какой-то женский голос. Она ничего не объяснила, только сказала найти ее. Честно признаться, не уверен, что должен слепо следовать просьбе этого голоса. Уверен, потом появится больше информации. А пока что... я, пожалуй, проигнорирую это. А, да? Мы проигнорируем? Вот прям так просто? А я уж думал, что надо с кем-то поговорить об этом. В любом случае, прям... Альфред? Альфред! Пожалуйста, только не говори, что ты зомби. Вот я сейчас повернусь, точнее ты повернешься, и у тебя должно быть нормальное лицо. Ты меня понял? Ты меня услышал? Поговорить. Ну, Лолошка? Не ожидал встретить тебя снова. Особенно так быстро. Мне вот сказали, что тут завелось какое-то существо. А это, знаешь ли, слишком близко к городу. Интересно. Зачем монстрам вообще сюда забредать? Деревня же давно заброшена. Впрочем, об этом, видимо, уже позаботились до меня. Я никого не смог найти. Да, потому что это сделал я. Что? Ты? Ну да, конечно, я не удивлен. Уж больно хороший ты боец, Лолошка. Жаль, мы не встретились раньше, ведь... ладно, это не важно. Раз ты убил, то получается и награда твоя, понимаешь? Только вот зря я время потратил на поход сюда. Тут работы нет, поэтому оставаться бессмысленно. А значит... Осмотрюсь тут еще раз, а потом пойду дальше. Кто знает, когда тут появится следующий охотник, правда? Может быть, ты, кстати, даже составишь мне компанию? О, вот это, кстати, хороший вопрос. А то изначально я подумал, что он как будто даже не рад меня видеть. Да, давай. О, отлично. Эй, Альфред, а ты вообще сражаться-то сможешь? У тебя же травма. Да, ты чего? Мне уже лучше. Не беспокойся, я хороший лекарь. Ты, кстати, давно этих тварей убил? Примерно пару дней назад. Ну? Дней? Это что? Я понял. Ваши междумирские... Ой, прости, то есть мироходческие термины какие-то, да? Я осмотрел деревню, трупов уже не осталось. А значит, и голову отрезать не у кого. А значит, и награду нам не отдадут. Хоть ты и прикончил этих тварей. Нет, Альфред, прошу. Не говори так про Леонору и ее мать. Ой, так ты их знал? Блин... Слушай, вот, возьми тогда. Что это? Это бантик? Внимание! Из особых предметов вы можете изготавливать амулеты. Для этого вам понадобится основа для амулета, которую можно изучить в мастерской. Чего? Это красный бант Леоноры. Немного потрепанный красный бант. Такие носят в волосах в качестве украшения. Жизнеутверждающего красного цвета. Так, подожди, то есть за это я могу получить награду? Знаешь что, я тут подумал, мы можем поискать какого-нибудь другого монстра и притащить его голову, ну, если хочешь. О, ты предлагаешь обмануть? Хочу, идем охотиться. Альфред, а давай ты убьешь кого-нибудь, а награду поделим пополам. Я же предыдущих монстров убил? Не, я рискую потерять Альфреда. Нет, лишние риски нам не нужны. Я не против остаться без награды. Хочу, идем охотиться. Супер, пойдем тогда. Слушай, Лолошка, ты уж прости, если что, я просто иногда забываю, что эти твари когда-то были, ну, обычными существами. Я даже как-то и не подумал, что это мог быть кто-то знакомый тебе. С такой работой ты становишься черствым очень быстро. Даже сам не замечаешь этого. Угу.
Ой. Ох, нифига себе, как все быстро! Ты должен остановиться. Что? Этот мир не для тебя. Какого фига? Почему со мной медведь заговорил? Ты должен убраться отсюда немедленно. Ты же не хочешь навсегда потерять своих друзей. Убирайся отсюда ради своего же блага. Эй, Ложка, ты чего там застыл-то? Осторожнее! Ой, подожди. А! Блин, бога ради, подожди, этот медведь только что со мной разговаривал. Ты не слышал этого? А, черт возьми, ладно, кажется, я понял. Так, тихо. Тихо. Ох, как же хорошо, что у меня крутой меч. Ай. Но укус у него тоже крутой. Ладно, мне нужен чернильный клык. Он явно быстрее бьет, и если что, я смогу уворачиваться. Отравляйся, тварина! Я не понимаю, подожди, он со мной разговаривал или это реально галлюцинации? Почему я чувствую, что они говорят? Ложка, что случилось-то? Ты же чуть половины тела не лишился. Что? Я просто слушал, что говорил этот монстр. Ты с ума сошел? Какой еще монстр? Какой говорил? Монстры не говорят, парень. Вы же просто пялились друг на друга. Ты не получал никаких травм, а? Расскажи. Может быть, рана воспалилась и у тебя там, не знаю, температура поднялась? Нет, Альфред, дело не в этом. Я в порядке, не беспокойся за меня. Ну ладно. Тогда я займусь не твоей головой, а головой монстра. Ему она точно уже не пригодится. Какая тяжелая. Так, ладно. Можем отправляться в город. Идем? Или ты хочешь сделать какой-нибудь перерыв? Слушай, Альфред, я, наверное, к себе, в свой мир пойду. Ну ладно, если тебе так удобнее. А я вот лучше по старинке. Тогда в городе встретимся. Удачи. И тебе удачи. О, черт, что это было? То есть, сразу после видения, где мне говорят, что меня сюда привели, у меня начинаются галлюцинации, которые говорят мне сваливать? И какой из голосов в голове мне слушать, а? Задание найти кого-то, не знаю кого. Обновлено. Это трэш, чуваки, как много вопросов. Так, подожди, а что мне в итоге выпало? Зараженная скинтом плоть. Большой кусок живой плоти, поросший искаженный скинтом. Выглядит аппетитно. Если бы я был плотоядным червем. О, кажется, я понял, что нужно делать. А вот что насчет красного банта, пока непонятно. Так, ладно, вопросов реально много. Со мной начали разговаривать какие-то голоса. При всем при этом мы пялимся на медведя. Это видит Альфред. И почему в итоге монстр напал на меня? Неужели я его как-то сдерживал? По крайней мере, какое-то время. Ладно, мы это обязательно еще все узнаем. А пока что скин сновидений, давай. Телепортируй меня. И надеюсь, то, что у нас прямо сейчас... В этот раз никаких видений не было. Ну ладно, оно и к лучшему. Так, да, в итоге ничего не было. О, что? Перышко? Перо Невера? Да ладно. Выпавшее перо черного ворона Невера. Говорят, что вороньи перья приносят удачу. Так, Невер, у тебя тут это перышко. Ага, не поговорим, я понял. Черт возьми, сколько всего буквально за одну серию. Так, а мы еще и можем сейчас какой-то амулет сделать, покормить червяка. И Марк, привет, ты вернулся? Вернулся, здорово. Ну-ка, поговорить. Эй, привет. Ты что, научился пользоваться путеводным скинтом? А что заставило тебя думать, что раньше я не умел, а? У меня есть теперь встречный вопрос. У тебя случайно нет злобного брата-близнеца? Погоди, поподробнее. Он был одет в одежду, похожую на мою, но другого цвета, правильно? Да, верно. Черт. Что Джон сделал на этот раз? Да... Ничего. В плане, что значит ничего? Он явно что-то сделал, говори, Марк. Ну ладно. Он понял, что я знаю тебя. Начал задавать вопросы. Я сказал ему про сонное измерение. Он задумался и просто ушел. Что? Ты серьезно? Ты просто взял и рассказал ему про мое сонное измерение? А если бы он был враг мне? Ладно. Это все, Марк? Да. Это все. И ты даже не скажешь, где вы встретились? И я даже не могу об этом спросить? Да ну нафиг, ну... Почему кто-то встречает Джона? И самое главное, мы понимаем, что он где-то здесь. Он около церкви. Напомню, Невер сказал, Марк пошел в церковь. Следовательно, Джон там. Так, погоди. Сейчас хочу кое-что проверить. Мне нужно сделать амулет, но еще я также хочу проверить червячка. Эй, приветусики. Тебе что, скормить это? Ой. Ой.
ты больше стал, чувак! Вы посмотрите, он реально стал больше! Так тебя все-таки можно прокачивать! Ай-яй-яй, погоди. Мне нужно какое-то мясо. Мясо. Нет, мясо. Ребятки, вы уж простите, но кажется, придется кому-то погибнуть. Перед этим, конечно же, плодим новых свиней. Молодцы. И как-то очень аккуратненько. Все, идем отсюда. Эй, Ваму, привет! Да, я все-таки решил дать кличку этому червячку. И я называю его Ваму. На самом деле Ваму не просто так, а потому что на японском языке, это язык, который на самом деле я учу, ну то есть в реальной жизни, на японском языке Ваму будет именно что червь. И мне реально кажется, что кличка Ваму-Ваму звучит прикольно. Так, ну ладно, покушай. Ну-ка, сколько мне за это дадут? Привет. О, уже не 2. Подожди, было 53 на конце. И стало... Что, 57? Кажется, я понял. Каждый раз умножается в 2 раза. Было 2, потом 4. Потом, наверное, станет 8. Потом 16, потом 32, 64, 128. И с каждым разом это будет умножаться именно в 2 раза. Ладно. А что насчет красного банта Леоноры? Я же, наверное, должен что-то здесь сделать. Я правильно понимаю? Ой. Внимание! Вы изучили новые рецепты. Основа для амулета. Понял, все. Основа для амулета. И где такое? Основа амулета. Во, требуется проволока и крупица скинта. Ага, ну крупица скинта в целом это легко. Мы просто кладем. И... готово. Далее опять же нужна проволока. О, а вот это уже жопа какая-то. Железный слиток, железные прутья. То есть мне нужно железо, правильно понимаю? У меня сейчас 3 железных слитка. И черт возьми, это, конечно, все чудесно и прекрасно, но в то же время я хочу шахту открыть. Там много железа. Просто есть серьезная беда. Если я хочу эту самую пещеру, то вот оно. 5 медных слитков. А где я столько меди-то достану? Ладно, торговать. Медь у нас не продается. Давайте, знаете, как сделаем? Мы сейчас возьмем железо, купим так примерно 160 маленьких молекул. Объединим это все, как ни странно, в железо. Потом еще объединим. Получаем 14 слитков. И, надеюсь, на все про все мне хватит. А, погоди, у меня еще кусочки есть. Все, слушайте, точно хватит. И та-дам! Основа для амулета. Здравствуйте. Текс, никакого описания нет. При всем при этом я могу, наверное, как-то объединить. Правильно понимаю? Давайте посмотрим. Крафты есть? Да, реально. Остаток детства. Амулет, созданный из ярко-красного банта. Повышает жизненные силы носителя. Перо Невора. Амулет, созданный из пера черного ворона. Увеличивает количество добываемых спарков. Вот оно. Да, определенно. Я беру и делаю вороний амулет. Все, круто. На скине как-то отображается, интересно? Вроде бы нет. Я самая обычная ложка. Ну ладно, нет так нет. Но как и любому другому нормальному человеку, мне сразу стало интересно, сколько я сейчас буду зарабатывать. Допустим, мы пойдем в тронный зал, да? Там я зарабатываю достаточно, но теперь, по идее, больше. Переместиться. Здравствуйте, ребята. Хочу проэкспериментировать. Вот бы убивать вас за один удар. Тихо. Аккуратненько. Допустим, вот этот зомби. С него, по идее, падает 30. А сейчас мне Тихо, молодые. Аккуратненько. Сколько выпадет? О, больше! Точно больше! Я, честно говоря, не посчитал сколько, но какая разница? Самое-то главное, что больше. Привет, ребятки! Давайте покрутимся! А теперь тихо, аккуратно. Фиал жизненной силы быстренько. Потом... вот так вот, И со всех этих тварей мне выпало 950. Раньше за всю эту толпу я бы явно получил меньше. А тут то как работает. Ну-ка, было 950 и стало 1174. Итого у нас 5228. Обалдеть. Только погоди, я ж, получается, теперь могу и прокачаться. И копье наконец-то могу использовать. А ну-ка, повышение уровня. Я хочу... О, кстати, вот это до сих пор не открылось. Это что-то явно еще будет. Но я хочу ловкость. Дальше у меня, получается, потратится примерно 2000. Повышение уровня нажимаем. Все. И прямо сейчас мы тут же проверяем копье. Да, я могу его использовать. Сейчас мы на Невере зарядим эту супер атаку. Прости, Невер. И попробуем использовать. Ну-ка.
И все? Возможно, оно далеко бьет. Да, скорее всего, эта суператака бьет далеко и сразу пробивает несколько мобов. То есть это надо будет именно проверять. Напомню, что у Багряника также продается пламенный кристалл Скинта, о котором тоже надо будет вообще-то в будущем подумать. А на этом мы будем постепенно заканчивать. Друзья, я вообще в шоке на самом деле с этого сезона. Я еще серий так 5 назад подумал, ну куда столько запихивают, капец, и так как будто много. Но нас буквально каждую серию кормят новыми механиками. И они настолько круто проработаны, и ты в них настолько круто веришь, что я поражен, когда над этим сезоном вообще работа началась. Я помню, мне говорили что-то про весну 2024 года, то есть реально над этим сезоном работа велась, ну, видимо, задолго до конца именно предыдущего сезона. Вау. Как говорится, ребятки, дальше больше. Альфред найден, с ним-то в целом все окей, он чувствует себя как самый настоящий охотник, но при этом у нас появилась информация про GDH, а также про мои галлюцинации. Все это обязательно узнаем. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Сейчас эта фраза хоть и звучит как самая приевшаяся фраза на планете. Поставь лайк, подпишись, пожалуйста. Но, тем не менее, это действительно важная фраза. Она призывает к действию, а не к тому, чтобы просто послушать. Спасибо большое, если вы не остались в стороне. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лоулошка и информация про GDH, наконец-то. А также Воронье пером. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.